Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, расклад на вторую половину месяца апреля. Давайте посмотрим, что ожидает вас с 15 по 30 апреля. Какие события для вас будут особенно важными, особенно актуальными. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео, если вам оно покажется интересным, если оно будет совпадать с тем, что происходит в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим. Подписывайтесь также, да, не забывайте. Возможно, кто-то подпишется, чтобы не пропустить мои видео в дальнейшем, если опять-таки они вам подходят. Итак, Козерог. Давайте посмотрим, что ожидает наших козерогов. Первая карта — карта башня, карта неожиданных событий, происшествий. Может быть, какое-то неожиданное событие происходит в вашей жизни, которое переворачивает все с ног на голову или вызывает какие-то серьезные потрясения, обрушения или разрушение чего-либо, чтобы расчистить путь для нужных для вас перемен. То есть у вас здесь разрушается что-то ненужное, скорее всего, что-то, что не подлежит ремонту. И это здание, допустим, нужно снести, ну так, метафорически. То есть здесь вам нужно будет от чего-то избавиться. Что-то разрушается, что-то распадается, что-то подвергается изменениям. И это то, что вам больше, может быть, не нравится, или это что-то, что вам больше не нужно. Оно может создавать для вас какие-то препятствия на пути к вашим целям. И поэтому вы расчищаете таким образом пространство, либо Вселенная вам таким образом помогает, даже если вы этого не хотели. Для вас может быть карта башня будет чем-то неожиданным. Но в любом случае давайте смотреть на вещи оптимистично, да, позитивно, и все-таки думать, что эти изменения в лучшую сторону. Но вот здесь еще и карта влюбленная выпадает. Влюбленная — это карта, которая показывает либо отношения в паре, в союзе, либо какой-то выбор. Здесь может быть решение вам нужно будет принять, и решение будет сокрушительным, важным таким, знаете, которое будет потрясать события вот эти в вашу жизнь, что-то менять кардинально в вашей жизни. Также это решение, этот выбор может значительно влиять на вашего партнера или на человека, с которым вы в отношениях, или на человека, с которым вы работаете. Это тоже пара, это тоже союз. Это не только в любви, да, имеется в виду в отношениях, союз. То есть это решение, оно влияет на других людей. Поэтому выбор, который вы здесь можете делать, который может касаться того, что вы что-то разрушаете, от чего-то отказываетесь, что-то уходит, допустим, из вашей жизни, это решение должно быть сопряжено с вашим пониманием, что это повлияет на других людей. Тут же туз жезлов, карта такая красивая, она может показывать в принципе как бы новое начало, потому что туз — это единица, это начало, это еще и туз огня, то есть это энергия страсти, вдохновения и вот этого импульса, который здесь у вас есть. И в целом здесь у козерогов, знаете, здесь как будто открывается пространство для нового пути, для нового начала. И вот вы чувствуете, что вот здесь вы можете действительно какое-то вот зерно действия посадить, да, по карте туза жезлов. Тут же шут, в принципе, тоже как новое начало. Это 0, да, это обнуление, это первая карта в старших арканах. Она хоть и по цифре 0 идет, да, в нумерологии 22 аркан, соответственно, а в втором нулевом считается шут. И вот он, в принципе, говорит о начале пути, о начале цикла, о том, что какой-то цикл завершился, он разрушен, он окончен, и вы переходите к новой главе. И у вас есть туз жезлов, у вас есть эта искра, этот импульс, желание действовать и двигаться по этому новому пути, в этом новом цикле, чтобы добиваться успехов, каких-то результатов, да, потому что вот вы готовы к этому переходу новому в своей жизни. И вот вы здесь, собственно, настроены на то, чтобы как обнулиться, да, начать новое нечто и шагнуть в это новое. Может быть неизвестное, интригующее, может быть пугающее, может быть для кого-то это как выход из зоны комфорта, это другой образ мышления, это может быть ваша какая-то другая модель поведения, то есть вы сходите с вашей проторенной дороги в неизвестность, но вы понимаете, что вы сейчас готовы к этому событию, к этому действию, вы делаете такой выбор. И да, он может повлиять на других людей, и может быть для вашей второй половинки или там с кем вы работаете,
работаете, да, в паре, это может быть сокрушительным чем-то, но это то, что вы делаете, это тот выбор, который вы принимаете. Тут же у вас есть паж мечей, такой, да, исследователь, 9 пентаклей. Вам нужно здесь, ну, знаете, как будто разобраться сначала во всем, куда идти, да, что делать, соответственно. 9 пентаклей, она показывает, что, ну, вот как будто бы такая показывает энергию достатка, да, то есть она показывает, что у вас всего достаточно, что вы очень много работали, чтобы достичь того, что у вас есть, и, собственно, вы наслаждаетесь сейчас плодами, результатами своей работы, может быть, чувство независимости какой-то есть или самодостаточности, потому что вы смогли этого достичь благодаря вашим усилиям. Вы упорно для этого трудились, и сейчас по принцессе мечей, соответственно, вы готовы изучить что-то новое или погрузиться в какую-то новую сферу, разобраться в каком-то вопросе здесь, да, то есть исследовать что-то новое для вас по принцессе мечей, какую-то новую сферу, не знаю, жизни, новую какую-то информацию для вас. Возможно, так. Давайте посмотрим. Может быть, вы здесь узнаете какую-то информацию, которая будет таким вот образом для вас, как разрушительной, когда вы узнали нечто и решили, что все, хватит, нужно разрушать, нужно идти по новому пути. Может быть, поэтому здесь такая происходит ситуация, и этот процесс инициируется. Давайте посмотрим дальше. Дальше карта правосудия или справедливости, выяснение отношений, 8 чаш. Часто какого-то ухода, желания от чего-то отказаться. В принципе, здесь можно говорить о том, что, ну вот, в целом здесь идет какая-то справедливость, равноправие, потому что есть весы, да, есть это правосудие. То есть вы справедливы в том, что вы принимаете решение какое-то. Может быть, справедливо ваше решение от чего-то уйти, что вам больше не подходит по 8 чаш. И то, от чего вы уходите, может быть, оно вам не подходило или как-то вам вредило дальше. То есть это не приносило вам пользы, может быть, вы это переросли, может быть, вам уже хватит топтаться на месте, нужно идти куда-то дальше, соответственно. И вы хотите оставить что-то позади, и да, это может вызвать какую-то конфронтацию с окружающими людьми, может быть, это вызывает какие-то разногласия, споры в паре, да, в отношениях, может быть, с кем вы работали или в вашем союзе, но вы считаете, что так будет правильно, так будет честно сказать, что вы думаете, что вы чувствуете, да, и принять такое решение. То есть вы здесь пытаетесь быть очень справедливыми к себе, к тому, что вы чувствуете, чего вы хотите, и при этом постараться не обидеть там, да, человека, с которым вы в союзе находитесь. Может быть, решить какие-то юридические вопросы, кстати, как вариант. Тут же принцесса или паж пентаклей есть, и еще один туз кубков. Ну, опять-таки, новое начало. Вы движетесь в новом направлении. У вас здесь, знаете, как и начало, опять-таки, нового этапа, который вам дается, нового пути, новой работы, новой вот какой-то выгодной для вас сделки или предложения, открытие какого-то проекта, предприятия, может быть, бизнеса. У вас много энтузиазма, и вы изучаете все вопросы по этому поводу. Может быть, думаете, какие документы для этого потребуются. Вот, ну, по тузу кубков и тузу жезлов в целом вы готовы к этому началу, да, к этому чему-то вот совершенно новому для вас, и по тузу кубков несущему и сулящему много эмоционального удовлетворения, много радости от того, что вы будете это делать, соответственно. То есть здесь карта башни, которая выпала в начале, не такая уже она плохая. В целом, если развернуть ситуацию, то в целом карты дальше неплохие, карты очень хорошие. Тут же у вас дальше идет 10 жезлов, карта тройка мечей. Так, 10 пентаклей. Ну вот в целом можно говорить о том, что да, опять-таки решение влияет не только на вас, оно может влиять на вашу семью, на ваш дом, на вашу, может быть, на ваш брак, да, если вы в браке. Может быть, или на тех людей, с которыми вы очень близки в целом, потому что у вас как будто общий бюджет или вот какие-то вопросы финансовые вас связывают. Может быть, вы затронуты каким-то недавним событием, которое вас немножечко ранило, обидело, как-то задело, поэтому вы решили развернуться, уйти или что-то оставить. Вот, да, потому что был какой-то момент недопонимания или вы просто от чего-то сильно устали. Да? Может быть, дистанция между вами была.
людьми, которые с вами общаются. Либо здесь вот это по десятке жезлов ощущение, что вы чем-то перегружены были, от чего-то устали, просто что-то уже было для вас как будто бы чересчур, и вам этого хватило. Да? В целом здесь вот эти карты тройка мечей, да, показывает, что действительно что-то здесь как будто пострадало для вас или болезненным образом сложилось касаемо вашей семьи там, или ваших родственников, и это больше вас беспокоит. То есть вас может беспокоить стабильность или безопасность в вашем доме, или стабильность там, в ваших отношениях. То есть здесь много каких-то личных событий может происходить, опять-таки, потому что влюбленная карта, да, и десятка пентаклей здесь показывает семью. И это оказывает вот это значительное влияние на вашу семью. Может быть, это касается работы, там смена работы или какой-то переезд. Это влияет опять-таки на вашу семью. То есть это оказывает влияние на ваши отношения или на ваших близких. То, что вы здесь делаете. Для вас это ваше решение. Вы готовы здесь начинать этот новый путь. Поэтому в любом случае, могу сказать, что для вас неплохой расклад, Козероги. С этим я вас поздравляю. Желаю вам всем всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!